Всем привет! У нас прогноз на первую половину августа для знака зодиака Телец. Мы посмотрим сферу работы, бизнеса, карьеры, финансов, отношений, любви. Получим совет от Таро или предупреждение. Смотри, какая карта будет. Также посмотрим сюрприз и неожиданность на Ленорман. Тельцы, первая половина августа. Что у вас будет происходить в начале августа? Ваш настрой, ваши ожидания. Так. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. Да, и конец колоды у нас девятка кубков. Девятка кубков и десятка кубков. Девятка кубков — это карта исполнения желаний, это наполнение жизнью. Но если в девятке человек сидит один, то в десятке это уже счастливая семья. То есть карта показывает, что человек добился всего, чего он хотел. Это полное и безграничное счастье. Это хорошее времяпрепровождение. Может быть, кто-то... Вот здесь один человек, да, а здесь десятка. Может быть, кто-то воссоединиться с семьей. Не знаю, может быть, вы поедете навестить родителей, или семья ваша где-то отдыхает, и вы к ним присоединитесь в конце этих 15 дней. Кто-то, может быть, получает предложение руки и сердца. Да, вот здесь свадьба, тут еще иерофант. Это вступление в брак, это одобрение вашего выбора родителями. Я говорю, может быть, вы поедете, например, в родительский дом, да, покажете своего избранника, избранницу, родители ваш выбор одобрят. Что-то здесь связано, когда человек один и когда у человека есть семья. Сближение или воссоединение. Так, давайте еще посмотрим, что нам скажет Ленорман. Тельцы, первая половина августа. Сюрприз или неожиданность? Ну, тут у кого-то заключение брака. Только я не пойму, почему у вас здесь пятерка ложится. Как правило, это потеря партнера. Это расставание, это разочарование. Но может быть еще... Вот вы планировали пожениться, например, поехать в свадебное путешествие. Может быть, вот какие-то планы у вас не реализуются. Но мы сейчас уточним. Вот я говорю, у кого-то, может быть, семья где-то находится. Ну, как вариант, это где-то за границей, может быть. Не знаю, дети у вас там или родители. Здесь от то ли члена семьи, то ли друг, то получение каких-то разрешающих документов, но это что-то вот государство, это границы. Ну, например, вам приглашение приходит, или виза, или, может быть, разрешение на работу. То есть вот какая-то цель, к которой вы долго шли. Но это помощь от кого-то. Конечно, десятка может показывать еще очень близких друзей, которые становятся для нас как члены нашей семьи. То есть вот воссоединение к кому-то. И в деньгах ложится королева мечей. Может быть, реально какие-то вот визы, разрешения. Может быть, здесь, конечно, и получение наследства. Да, вот нотариус или адвокат, судья. Хорошо, в начале августа у вас ложится тройка пентаклей. Это может быть продвижение по карьерной лестнице. Вот у вас здесь справедливость. Это может быть приказ о назначении.
Или здесь может быть получение очень хорошего контракта, заказа, может быть, даже что-то связано с государственной структурой. Но здесь вам нужно будет доказать, что вы этот заказ выполните. То есть тут человек стоит, вот ваяет эту фигуру, а двое его оценивают. То есть его талант, умение, опыт, способности. И этому человеку нужно очень постараться, чтобы как бы его оценили по достоинству. Да, здесь может быть сдача экзаменов, прохождение каких-то тестов, повышение, это еще курсы повышения квалификации. Также это может быть карта хорошей торговли. То есть для того, чтобы вот эту фигуру ему или эту статую продать, ему нужно ее показать вот со всех сторон, чтобы ее купили. То есть здесь может быть карта говорит об удаче в бизнесе или о получении прибыли. Но это то, куда вы вкладывали свои силы. Также это может касаться отношений. Работает над чем человек, над скульптурой. Может быть, вы работали над вашими отношениями, любовью. Это переход на более зрелый, серьезный уровень. Тогда давайте уточним пятерку. Да, экзамены, тесты, все вы пройдете, получение новой работы. Тут еще может быть какое-то бизнес-партнерство. Просто карта говорит, постарайтесь. Покажите себя с лучшей стороны, и у вас получится. Да, пятерка пентаклей это может быть, пятерка кубков, это может быть разочарование, потери. Но может быть это потери каких-то желаний, неисполнение мечты. Может быть потеря партнера. Например, тут все карты говорят о заключении брака. Ну, давайте мы пятерку уточним. Как-то очень странно. Свадьба. Но почему пятерка и какие-то сомнения, еще семерка? Мне кажется, все-таки здесь свадьба, но невозможность поехать куда-то. Вот пятерка и двойка, да, человек стоит, держит земной шар и смотрит куда-то вдаль. Может быть, реально вы хотели там свадебное путешествие куда-то далеко съездить. Но вот эта семерка говорит, вот по прямому, как положено, у вас не получается. Что-то будет вам препятствовать. Или продумайте как-то другим способом, как вы можете попасть. И, конечно, это может быть ожидание, вот как я говорила, какой-то поездки, но документы-то вы получите. Может быть, это будет в конце этих 15 дней. Иерофант это может говорить о другой иерархии, о другой стране, другая вера, другой язык. Может быть, здесь поездка с целью обучения, работы или получения статуса, получения гражданства в другой стране. Да, карта говорит, может быть, в начале, как-то августа, еще непонятно будет. Ждать нужно. Вот по двойке нужно ждать. А ждать что? Каких-то новостей, сообщений. Может быть, звонка или документов. Семерка, конечно, мне здесь не очень нравится, но это может быть еще ваши продуманные стратегии, плана. Или вы как-то действуете, может быть, не совсем честными методами. Ну, может быть, вот как таковой у вас не получается. Знаете, иногда говорит о знакомстве с человеком за границей и о фиктивном браке. Ну, это как вариант для кого-то, может быть. Для того, чтобы стать гражданином, например, другой страны. Так, хорошо. Да, еще здесь может быть что-то связано со строительством дома. Может быть, выбирали вы какие-то варианты, что купить или что где построить. То есть это вот 4 стены, да, это наш дом. То есть, может быть, это обретение именно своего собственного жилища. Когда вот у каждого будет свой уголок, и вы будете жить отдельно там от родителей, от дедушек, бабушек. Для тех, кто в поиске любви, да, старший аркан Солнца, знакомьтесь, вас ждет счастье. Вот, понимаете, вот по этим картам я говорила, что человек один. Вот эта карта может говорить, познакомиться с очень верным, надежным,
партнером или партнершей, но человек вот глубоко одинок. Может быть, это заядлый холостяк. Вот человек как бы закрылся в своем мире, вот у него вроде все есть, или у него, или у нее, да, ему хорошо. Но здесь приходит любовь, счастье, радость, ясность. То есть тут человек один, а здесь он уже, может быть, даже, знаете, знакомство с человеком, у которого уже есть дети. То есть это не только обретение партнера или партнерши, но готовой семьи. Здесь может быть приглашение на свидание, очень много общения, может быть, через интернет, ну, через соцсети. И девятка говорит, вы будете очень хорошо проводить время вместе. Но, понимаете, вот тут десятка ложится. Я говорю, тут что-то вот... Или просто карта говорит, что вы с этим человеком можете обрести очень гармоничную семью. Ну, обратите внимание на того человека, который войдет в вашу жизнь в эти 15 дней. Поэтому знакомьтесь, общайтесь. Работа, карьера, бизнес, старший аркан, справедливость. Тут, я говорю, или повышение по карьерной лестнице, или заключение каких-то очень выгодных контрактов, договоров. Да, следите за юридической чистотой этих сделок, но еще иногда справедливость говорит о каких-то государственных контрактах, а это уже совсем другие деньги. Поэтому здесь вам нужно будет постараться, может быть, выиграть какой-то тендер, то есть получить этот заказ. Вот еще иногда карты говорят, для того, чтобы вы дальше развивались и двигались, будь то по карьерной лестнице или в своем собственном бизнесе, работе, нужно еще учиться, получать знания, восполнять пробелы в знаниях, да, ну, получать какое-то, может быть, образование. Да, поэтому, опять же, если что-то вы подписываете, какие-то важные договора, карта говорит, ну, может быть, с кем-то проконсультируйтесь. Вот королева мечей. Это финансы, опять здесь что-то очень официальное, но и в то же время она вам советует, да, может быть, покажите договор юристу. Вот еще и в совет, и в предупреждение Рафант, это ведь тоже специалист высокого класса. Карта говорит, что не полагайтесь только на свои знания и на свой опыт, а все-таки вот обратитесь к какому-то специалисту. Мало ли, может быть, какие-то пункты, на которые вы даже не обратите внимания. А для тех, кто в поиске, ложится старший аркан влюбленные. Здесь какое-то слияние, может быть, бизнес-партнерство. Это может быть член семьи, ваш любимый человек, или может быть это какой-то близкий друг. Но здесь может быть создание тандема. А еще у нас влюбленный — это выбор. И здесь все-таки это старший аркан. Карта может говорить, что вам нужно будет принять какое-то важное для вас решение. Но здесь вы не должны слушать ничьих советов, ни каких-то... Постарайтесь, чтобы никто на вас не давил. Здесь вы должны слушать только свое сердце. Вот куда вас тянет, туда и идите. Может быть, здесь выбор между на кого-то искать работу или начинать что-то свое. Еще это, конечно, может быть распутье, это стоять на дороге. Вот может быть кто-то сейчас, для тех, кто не работает, это ожидание какого-то приглашения, который разрешит вам куда-то уехать. Да, финансово у вас ложится королева мечей. Я говорю, может быть, здесь трата на какого-то специалиста. Ну, королева мечей, это может быть юрист, адвокат, нотариус. Может быть, у кого-то здесь получение наследства, ну, как вариант. Или здесь заключение каких-то договоров, сделок. То есть, может быть, вот карта показывает, что вам нужно будет потратиться на какого-то специалиста. Также это может быть трата на свое здоровье, на преподавателя. Может быть, кто-то будет, например, учить языки, на репетитора. Да, в конце у вас десятка кубков. Ну, я уже практически сказала про эту карту. Кто-то будет готовиться к свадьбе, у кого-то здесь воссоединение семьи, вот после девятки. У кого-то обретение семьи. Также это может быть исполнение желания, но, скорее всего, вы приложили очень много сил для того, чтобы это желание вот в вашем доме, в вашей семье исполнилось. Но здесь может быть и финансовые прибыли, решение вопросов с жильем, отпуск. Может быть, у кого-то здесь еще, знаете, я, да, не разглядела это, может быть, пятерка говорит о срывах беременности. И вы сейчас будете продумывать варианты,
как у вас, как вам решить этот вопрос? Семерка – это продумывание стратегии. Может быть, карта говорит, вот как природа задумала, у вас не получается. Тогда вам нужно искать специалиста. Вот королева мечей, может быть, это траты на врача, который поможет вам вот наконец-то осуществить эту мечту, забеременеть и родить малыша. Собака у нас еще ищет. А башня это может быть больница, это может быть какая-то клиника. Тут получение какой-то важной для вас информации. Ну вот может быть это для тех, кто ищет хорошего врача. Ну, у кого-то здесь совет, как я уже сказала, обратиться к какому-то специалисту, как бы не надеяться на свои силы. Но также здесь может быть поддержка от вашего рода, от вашей семьи. Вам могут дать там или очень хороший совет, или оказать вам помощь. Хорошо, давайте посмотрим. Сюрприз, неожиданность, Тельцы, первая половина августа. Сюрприз или неожиданность. Тастара перевернутая сейчас. Защитите себя от импульсивного поведения и не делайте ничего, не подумав. Подождите, пока не придете в более сбалансированное состояние. Такой вам совет. И еще у нас Ораку магические врата. Тельцы, первая половина августа. Живи по правде. Я живу в свете истины. Сейчас я вам зачитаю. Душа любит правду. Будьте честны перед собой и слушайте свой внутренний руководящий голос. Следуйте его велениям и говорите свою правду. Будьте собой, будьте верны себе, излучайте энергию истины другим, чтобы они смогли отыскать свою собственную правду. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.